Уже через год после запашки первой борозды Одесса насчитывает более 300 домов. Один из них этот – купеческий дом, построенный в 1802 году, крепкий, с толстыми стенами, колоннадой и множеством погребов и подвалов. В этих подвалах на Базарной площади более 200 лет назад купцы хранили заморский товар. Здесь после порта царило самое большое в городе оживление. Вольный рынок, старый базар. На этом месте были торговые ряды. С одной стороны ряды краснорядцев, с другой бакалейщиков, а там торговля железно-скобяными товарами. Ближе к Александровскому проспекту, задуманному как Елисейские поля, книжные и модные лавки. Торговые ряды тянулись на несколько городских кварталов. Обосновавшиеся на пересыпи черноморские казаки возили соль. Это был в то время основной местный товар. В Хаджибейском лимане соль садилась в таком количестве, что казаки-чумаки могли набрать и вывезти ее. 145 вазов весом до 8000 пудов. Именно с солью связан важнейший для города исторический факт. 10 января 1795 года в заглавии высочайше утвержденного штата запасного соляного магазина, так ранее назывались склады, впервые встречается слово «Одесса». Отдельного указа о переименовании города, по мнению историков, не существовало. «6 января 1795 года на придворном балу в Зимнем дворце кто-то предложил Екатерине II дать Хаджибею иное название в честь древнегреческого поселения Одессос, только чтобы имя города было в женском роде. Короче, яснее назвать его Одесса». Вскоре стало известно, что античный полис с этим именем располагался на территории Варны. Но оспаривать волю императрицы и исправлять историческую неточность никто не стал. После смерти Екатерины II и отстранения Дерибаса от управления Одессы, строительство города и порта постепенно замирает. Тут-то градостроители Одессы, решив вернуть расположение и милость его императорского величества Павла I, после длительных раздумий и не без подсказки того же Дерибаса, высылают высочайшему двору 3000 отборных апельсинов. В Одессе за эти цитрусы можно было выручить не менее 150 рублей. Тогда стоимость двухэтажного дома. Подсчитать же цену этого груза в Питере практически невозможно. Там померанцы, как тогда называли апельсины, были крайне редким товаром. По легенде, каждый из них был завернут в небольшую справку о преимуществах Одессы, как военного города. Возглавить спасительную миссию было поручено унтер-офицеру греческого батальона Георгию Роксонати. 8 февраля он выезжает из Одессы. Ему предстоит преодолеть более 1000 верст российского бездорожья за 14 дней. По тем временам невиданная скорость. Лошадей гнали и день, и ночь. 22 февраля апельсины здесь, в Санкт-Петербурге, в Михайловском замке, в резиденции Павла I. А уже 26-го Павел, таки да, сменив гнев на царскую милость, выделил городу 250 000 рублей. По сегодняшний день неизвестно, что повлияло на принятие государем такого решения, но одесситы и сегодня верят, что их город спасли именно апельсины. Согласно первой переписи населения, без гарнизона, дворян, чиновников и духовенства, жителей Одессы насчитывалось 1615 человек. Сюда бежали крепостные, вольные казаки, ремесленный люд. Находили спасение от турецкого гнета болгары, греки, албанцы, армяне, треть из которых утверждали,
что прибыли сюда в турецкие времена. Ведь по указу Екатерины II первые поселенцы Одессы освобождались на 10 лет от подати и воинской повинности. В 1795 году в городе учреждаются магистраты, российский и греческий, а на следующий год из числа жителей избирается шестигласная дума из всех сословий. Дворяне и мещане, евреи и греки, купцы и казаки, закладываются первые камни в основу местного самоуправления. Одесса всегда славилась своим умением отмечать праздники. А датой первого праздничного салюта вполне можно считать Рождество 1796 года. 2 дня полили из пушек и ружей, а порядок наводить пришлось первой полицейской части, которая насчитывала всего 20 человек. Сегодняшний фейерверк «День города» – яркое подтверждение тому, что традиция жива, только фейерверки стали более впечатляющими. Добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, дядя Эля. А как вы думаете, была фамилия первого одесского раввина? Ни за что не угадаете. Рабинович. Его потомки оказались настолько остроумными и веселыми людьми, что слагаемые ими анекдоты прославили фамилию. И одесситы поставили их главному герою памятник во дворике литературного музея. Испанец Иосиф Дерибас управлял Одессой всего 3 года. После смерти Екатерины в 1897 году Дерибас живет в Петербурге в обстановке непрекращающихся дворцовых интриг. При дворе поползли слухи о растратах и присвоении денег, выделенных казной на строительство Одессы. Адмирал Дерибас? Где ты, Дерибас? Вот он, мальтиец родом. Был обижен мною. И все же верно служит государю. Си, сеньор. Дерибасу удалось вернуть себе доверие государя, и он был не только назначен членом коллегии Адмиралтейства, но и вопреки всем прогнозам недоброжелателей, 8 мая 1799 года Павел I производит Дерибаса в полные адмиралы. Именно здесь, в здании Адмиралтейства, до последних дней служит адмирал Дерибас. Но в 1800 году основатель Одессы неожиданно умирает. В Петербурге ходили разные слухи. Говорили, что он замешан в заговоре против императора Павла I, но в последний момент дрогнул и его отравили. На его надгробной доске надпись: «Адмирал Иосиф Дерибас, российских орденов святого Александра Невского, победоносного Георгия, святого равноапостольного князя Владимира, 2-го класса кавалер и святого Иоанна Иерусалимского, командор». Здесь, в Петербурге, на Смоленском лютеранском кладбище закончился путь полного адмирала, кавалера высших орденов Российской империи, покорителя Измаила и других больших и малых крепостей, фаворита всемогущей императрицы и просто великого одессита Иосифа Михайловича Дерибаса. Хосе Рибас, испанец, родившийся в Неаполе в 1749 году, сын маршала, министра сразу 2 министерств, военного и иностранных дел при дворе неаполитанского короля Карла. В 16 лет был зачислен на военную службу в престижный Сомницкий пехотный полк подпоручиком. Выросший при дворе, получив прекрасное образование, владея 7 языками, имея весьма недурную внешность, он умел к тому же быстро сходиться с людьми. Здесь, в Ливорно, будучи 20 лет от роду, Дерибас знакомится
с одним из фаворитов российской императрицы, графом Алексеем Григорьевичем Орловым, командующим Черноморским флотом. Они сразу подружились. Именно в этой гавани расположилась российская эскадра. И кто знает, стоял бы прекрасный город у Черного моря, если бы не эта случайная встреча. Дерибас принимает судьбоносное для себя и для будущей Одессы решение. Он переходит на российскую службу. Современники характеризовали его как храброго, предприимчивого и хитрого человека. Потемкин говорил о Суворове: «Суворова не пересуворишь». А Екатерина добавляла, что в России самый хитрый Суворов, но Рибас хитрее его. Александр Дерибас. Памятник первостроителю города, в руках первый план. Увидев бы себя с лопатой, адмирал бы весьма развеселился, потому что ничего, кроме шпаги и бокала, потомственный испанский дворянин в руках не держал. И это факт неопровержимый. Как заботливый родитель, Дерибас передал своему ребенку Одессе южный темперамент и веселый нрав. И благодарные потомки увековечили его имя в названии главной улицы города. Тем временем строительство Одессы набирало темпы. В основном первые каменщики, строившие Одессу, были греками и армянами из Османской империи, как сказали бы сейчас, астербайтерами. Именно они положили начало формированию неповторимого архитектурного колорита города. Строится все и вся. И первая одесская известная афера также связана со строительством и знаменитой одесской фамилией. Прапорщик Никола Папандополо попросил у греческого магистрата кредит в размере 70 рублей на строительство макаронной фабрики. Деньги были выделены, но этих макарон в Одессе так никто и не увидел. Макароны затем горожане покупали непременно местного производства у господина Пишона, который на этом месте в 1797 году открыл собственную макаронную фабрику. Макароны Пишона вполне можно считать первой торговой маркой Одессы, популярной во всех юго-западных губерниях России. И сегодня одесситы знают этот спуск как Пишоновский. В 1798 году Одесса получает свой первый герб, но выглядел он совсем не так, как сегодня. В верхней части двуглавый орел, как символ принадлежности нового города к России, и часть Мальтийского креста. Павел I являлся магистром этого влиятельного ордена. Внизу морской якорь, как символ отношения Одессы к мореплаванию и торговле. На ребре по 4 краям на русском, греческом, итальянском и немецком языках герб города Одессы.